Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. В этом видео шьем с вами нарядное детское платье. Такое платье я шила для своей доченьки. Пойдем в нем на новогодний праздник. Наряд «Лесная фея». Дочка сама выбирала цвет, и поэтому шили именно такой зелененький и золотой верх. Шить буду по готовой выкройке. Выкройка бесплатная. Размер есть от самого маленького до 134 размера. Мне потребуется полочка и спинка. Я переношу эти детали на кальку. Шить буду 128 размер. Для пошива я взяла ткань с пайетками. Она у меня на сетке. Мне потребуется всего 30 сантиметров ее. На подклад я взяла 30 сантиметров вискозы. Этого количества хватит мне на лиф и на подклад юбочки. Одна молния 20 сантиметров потайная. Я взяла для бантика 20 сантиметров атласа. Но, возможно, он и не пригодится. В дальнейшем я посмотрю, буду ли я делать пояс. А на саму юбочку я взяла 2 метра фатина. Шириной он 3 метра. И мне будет достаточно всего 2 метра фатина. Спинку я хочу немножечко опустить. Опускаю ее на 7 сантиметров вниз и провожу плавную линию прямо по выкройке. И получается вот такая вот деталь. Можете опустить еще ниже, тогда будет спинка более открытая. Переношу все детали, складываю лицом вовнутрь ткань с пайетками, прикладываю деталь полочки. Она идет одна со сгибом. На припуске добавляю по 1 сантиметру. Я скалываю иголочками и буду сразу выкраивать на ткани. Потому что здесь ни мелок, ни фломастер не рисует на такой ткани. И просто аккуратно буду выкраивать прямо по выкройке. Таким же образом я переношу детали спинки, и такие же детали я выкрою из подкладочной ткани из вискозы. Фатин я сложила в четверо, то есть у меня здесь 2 метра, я ее сложила в четверо, и от верха я отмеряю 2 раза по 10 сантиметров. Эти детали будут у меня на крылышке, я ставлю. Затем совмещаю деталь спинки и полочки, будем стачивать плечевые швы. То же самое нужно сделать на подкладе. Швы стачали, разутюжили в разные стороны. И затем прикладываем лицом к лицу деталь подклада и деталь из верхней ткани. Сшиваем по горловине, где сколоты иголочками. Затем на местах скруглениях обязательно нужно сделать насечки небольшие, чтобы при выворачивании здесь горловина у нас хорошо легла. Далее с выкройки я переношу насечку вот такую вот. Она нужна для того, чтобы понять, где начинается и заканчиваются крылышки. Вот здесь как раз таки у меня деталь из фатина, она сложена в четверо, и длина общая 2 метра. Нужно будет проложить строчку в самый край и стянуть по одному краю. И затем будем прикладывать к пройме. Я ставлю на своей машинке максимальную ширину стежка и прокладываю строчку. Затем стягиваю до нужного размера, и получается вот такое вот крылышко.
пышная. Если вы хотите сделать еще пышнее, то возьмите еще больше слоев. У меня здесь 4 слоя, и я посчитала, что для моего платья это будет в самый раз. Теперь прикладываем к этим отметкам, где начинается и заканчивается крылышко, лицом к лицу, скалываем иголочками и сначала фиксируем это крылышко на машинке в самый край. Когда крылышки я соединила, их вовнутрь вкладываем и накрываем подкладочной тканью. Сшиваем пройму с одной и со второй стороны. Лишние припуски подрезаем и выворачиваем на лицевую сторону. После того, как вывернули, деталь лифа нужно хорошо отутюжить. Вот так у меня получается. Затем нужно стачать боковой шов. Раскладываем их в разные стороны, совмещаем шов и прокладываем строчку на машинке. Вот так получается, я прошила, и вот здесь, посмотрите, я высекла, чтобы когда я сгибаю, не создавалось лишнее утолщение. И вот так аккуратненько получилось. Затем крылышки я хочу немножечко их осноровить, с краю вот так вот подрезаю, и они получатся скругленные. Потом расправятся и будут такие вот пышненькие, красивые. Деталь лифа у нас практически готова, потом ставим молнию. Займемся юбочкой. Фатин я сложила в четверо, то есть длину ткани 2 метра, то, что у меня было, я ее сложила в четверо. И посерединке вот здесь прогладила. На видео немножечко видно вот эти заломы. Это я специально прогладила сейчас и буду прокладывать строчку на машинке. Ширину стежка ставлю максимальную и прокладываю строчку. Длина у меня получилась 3 метра, а ширина 2 метра. Этот способ очень удобный, чтобы не разрезать, просто аккуратно. Мы изначально складываем, заутюживаем, и уже по заутюженным линиям я проложила строчку, а затем стягиваю до нужного размера. Длину юбки вы можете регулировать самостоятельно, как вам нужно. Я просто сложила пополам, и у меня получилась длина юбка 50 сантиметров. Кончики я не обрезаю, аккуратно их завязываю, чтобы юбка не распустилась. Нахожу середину на юбке, на лифе и скалываю иголочками с одной и со второй стороны. Затем идем на машинку, прокладываем строчку.
Вот, посмотрите, как получается, все краешки здесь закрыты, колоться ничего не будет. И обрезать тоже не нужно, сразу обработанный край удобно. У меня остался вот такой небольшой кусочек от подкладочной ткани, вискоза, этого мне будет вполне достаточно. Я его обработаю сейчас, это будет подклад для юбочки. Снизу я подворачиваю 2 раза и прокладываю строчку на машинке, а боковые срезы я обметаю на оверлоке. Если у вас нет оверлока, вы можете сшить боковой шов бельевым швом, то есть сшить сначала с лицевой стороны, а затем с изнаночной, и получится закрытый шов. Не обязательно обрабатывать на оверлоке. Это платье можно сшить полностью на бытовой швейной машинке. Затем я совмещаю деталь юбочки и лифа на подкладе. Сшила, хорошо отутюжила, и получается вот такие вот у меня 2 детали. Теперь осталось сшить молнию. Берем молнию, она у меня 20 сантиметров длиной. Она будет идти по всей спинке и заходить немного вниз на юбочку. Если у вас будет ткань с пайетками на трикотажной основе, она может тянуться. Это место под молнию нужно будет продублировать. И на поясе тоже продублируйте. У меня пайетки идут на сетке, они не тянутся. Я просто прикладываю молнию, ее скалываю иголочками, вы можете сметать для надежности. И просто ее вниз опускаю, совмещаю слои с фатина и прокладываю строчку на машинке. С одной стороны молнии я вшила, застегнула и сделала себе отметки, чтобы ровненько вшилась молния. И затем уже можно вшивать вторую молнию. Получается вот так. Молнию не должно быть видно, она опускается на юбочку, немножечко заходит. Внутри у нас остается подклад. Его выворачиваем и накрываем молнию. Стачиваем на машинке. Уголки вот эти все мы высекаем, убираем хвостики от молнии и выворачиваем на лицевую сторону. Получится аккуратно закрытая молния. Закрываем ее, проверяем, как все получилось, хорошо ли. И теперь нам осталось соединить только внизу юбочку, соединить центральный шов сзади, выворачиваем на изнаночную сторону и на машинке я прокладываю строчку. И то же самое сделаю на детали юбочки. На детали юбки края уже обметаны, поэтому осталось только отстрочить. Фатин, он не сыпется, его края не обрабатывают, можно сшить на машинке и оставить таким образом. У меня
меня остался вот такой вот небольшой кусочек. Здесь у меня 33 на 18 кусочек такой остался из пайеток. Я сделаю из него бантик, просто его лишнее подрежу все, осноровлю, складываю пополам и по 3 сторонам проложу строчку, оставлю небольшое отверстие для выворачивания. А из атласной ткани я подготовлю бантик. Длина у меня здесь 1,40 м и ширина 12 сантиметров. Бантик получается сшит, хлястик к нему сделала размером 6 на 8 в крое, и вот такой пояс получился. В процессе мы уже поймем, будем поясом пользоваться либо нет. Ну а бантик, конечно же, нужно сделать. Я его вот так вот собираю посерединке иголкой с ниткой и стягиваю. Хорошо зафиксирую его и уже потом прикладываю сверху хлястик. Хлястик у меня оказался немного шире, чем мне хотелось бы. Я его просто складываю пополам и вот здесь сделаю строчку. Лишнее все срежу, выворачиваю на лицевую сторону и вдеваю бантик. И вот так получается аккуратно. Осталось зафиксировать бантик, и вот так выглядит пояс. Бантик, скорее всего, я пришью посерединке, немножко его прихвачу иголкой с ниткой, и он будет хорошо держаться. То есть чуть-чуть левее молнии, и он будет хорошо смотреться сзади. Либо можете поставить его на кнопочки. В итоге у меня получается вот такое нарядное платье. Как вы видите, дочка в восторге, ей очень нравится. Она выбрала для себя вот такие вот веселые нарядные крылышки. Ребенок в восторге. Наряд получился. Пишите в комментариях, какие вы будете шить наряды для своих деток. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С наступающими вас праздниками. До новых встреч. Всем пока-пока.